Вот они. Вот. Бегают. Помнишь? Опа, побежал. Ну, это где он теперь? О, вот он. О, хорошо. Опа. Я молодец. Есть этот. Давай, вперед. Ну да, они дикие, естественно. Ну, конечно. Будут кусаться сейчас. Всем здравствуйте, меня зовут Олег Новиков, и сегодняшняя история про 3 маленьких рыженьких котят. Сразу хочу предупредить, что эта история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. Эта история началась с того, что ко мне на улице около магазина подошла незнакомая бабушка и говорит: «Вы Олег? Олег Новиков? Меня иногда узнают на улице, и мне всегда как-то в этот момент очень неудобно. Даже не знаю почему. Она сказала, что смотрит мои видео, и что ей нравятся мои истории, и какой я молодец. Ну и все в таком духе. Я сказал ей огромное спасибо, что мне очень приятно». Бабушка продолжала: «Олег, а вы знаете, вот там, где детская площадка, вчера утром я видела 2 маленьких котят. Они такие маленькие, их так жалко, они прячутся под черной машиной». Я спросил ее, если мама-кошка была рядом. Она сказала, что не знает, что кошку она там не видела. Она не просила их забрать, она просто рассказала, что видела там маленьких котят. Бабушка пожелала мне удачи и медленно пошла дальше. А я, как всегда в таких случаях, остался с этой информацией и со своими мыслями. Место, про которое говорила бабушка, совсем недалеко от моего дома. Это небольшой парк, который находится между домами. Вокруг него есть дорога, сам парк огорожен небольшим заборчиком. Я решил поехать и проверить это место. Когда я приехал на площадку, я увидел черную машину, которая стояла носом к забору. Это была единственная черная машина, которая стояла рядом с парком в это время. Когда я стал подходить к машине ближе, я увидел маленького котенка. Между забором и бампером машины, практически под машиной, в листьях лежал рыжий котенок. Он лежал как бы спиной ко мне и смотрел на меня через плечо. Я осмотрел все вокруг, кроме этого малыша, и никого не заметил. Я одел перчатки, подвинулся к нему ближе. Котенок зашипел и полез под машину. Он пытался залезть через колесо в мотор машины, но не смог. Вот это чудо. Вот оно. Вот. Дикий. Пойду еще поищу. Все, следи. Больше я никого не нашел. На самом деле я даже не знал, сколько их точно было и где их искать. Бабушка говорила про несколько котят, но как-то она была не уверена. На том месте, где стояла черная машина, обычно припарковано еще 4. Вечером вокруг детской площадки нет свободного места, чтобы припарковать машину, а утром все разъезжаются на работу. Маленькие котята, а иногда и взрослые, прячутся в машине в районе мотора. Очень надеюсь, что другие малыши не разъехались по другим местам таким образом. В тот день я осмотрел все вокруг и пытался хоть что-то услышать. Я включал на телефон плач маленьких котят. Иногда маленькие котята, услышав своих, начинают мяукать. Но в этот раз я ничего не слышал. Ни в машине, ни рядом. То, что мне бросилось в глаза, это то, что черная машина была абсолютно новая. Но она была покрыта огромным слоем пыли. Такое ощущение, что кто-то купил машину, привез ее под дом и больше ни разу на ней не ездил. Я еще так подумал, очень хорошо, что эта машина никуда не выезжает. Я решил, что вернусь к этому месту позже. Может быть, даже ночью, и проверю еще раз. Почему ночью? Просто чтобы было максимально тихо вокруг. Может, так мне удастся услышать котят и найти то место, где они прячутся. Хотя не факт, что они прячутся где-то рядом. За 2 дня они могли перебежать в любой соседний двор. Я оставил немного еды и небольшую коробку с водой. Придвинул под машину, чтобы было меньше видно. Люди разные бывают. Некоторые специально выкидывают корм, который оставляют для бездомных животных. Вот он, малыш. Вот он. Вот какой несчастье. Мальчик, по-моему, я не знаю, шипел, кусался. Нашел только одного. А говорят, вроде было 2. Я не знаю точно. Но нашел одного пока только. Потом пойду еще поищу. Он такое чудо. Очень сильно шипит. Или уже не шипишь? Уже не шипишь. Все, уже не кусаешься. Ну ладно тебе. Все, чего ты? Да. Лежал около машины. Все, ты уже не дикий больше. Все. Ну ладно тебе, ладно. Живот надутый. Вот такой красавчик. Не знаю, есть еще один или нет. Хорошо, если бы я еще одного нашел. Что-то маленькое. Вот оно. Все будет хорошо. Сейчас будем кушать. Так, попробуем.
Давай сам. Давай сам, вот, смотри. Давай сам. Не миску. Вот смотри, смотри. Вот ешь. Так, ладно, давай так. Давай стой. Иди ко мне. Я возьму тебя, не бойся. Не начинай. Не начинай. Вот, бери, да. Вот, да. Смотри, вот. Давай. Ой, ты моя умница. Давай сам. Вот, смотри, смотри. На, вот, смотри, вот, смотри, смотри. Вот, смотри. Вот, чувствуешь, вот. Давай. На, смотри. О, молодец. Ну, ты мой мальчик. Ну, ты мой красавчик. Чуть-чуть водички подливаем. Непонятно, сколько он там пил, не пил. Держи еще. Ты мой мальчик. Ну, ты умница. Ты умница. Не шипи. Все. Кажись. Ты целенький. Можно лапу посмотреть? А я лапу посмотрю. Зачем? Хорошо. Не кусайся только. Не начинай. Когда ты так делаешь, я не понимаю, то ли тебе больно, то ли ты просто злишься. Хорошо? Поэтому давай ты перестанешь так делать. Хорошо? Я просто не понимаю, что с тобой. Дай посмотреть. Я смотрю тебя, это мальчик. А есть блохастый. Я тебя смотрю и отпущу, хорошо? Я просто не понимаю, что с тобой. Хорошо? Не начинай. Голова болит? Ну, беги в домик. Да, что ты слабый малыша. У котенка была проблема с правой лапкой. Лапа была целая, но в районе плеча была небольшая рана. Уже засохшая, похожа на прокол или укус. Малыш не наступал на правую лапку. Завтра нужно было обязательно отвезти малыша к доктору. Мы очень осторожно покупали малыша. Нужно было убрать с него огромное количество паразитов. Померили температуру. Температура была в норме. В ушах были выделения, как при ушном клеще. Вычистили ушки и закапали лекарства. Посадили котенка в переноску, постелили мягкое одеяльце. Малыш еще раз поел и улегся спать. Я переживал за ее лапку, малыш на нее совсем не наступал. Если смотреть на котенка сверху, было видно, что у него одна сторона немного больше другой. Нужно было обязательно показать малыша доктору. Мы договорились на завтра на утро. Мы дали малышу обезболивающее, и он уснул. Котенок был чистый и сытый, спал в теплом безопасном месте. Лапку мы обязательно вылечим, и все будет хорошо. Мы назвали малыша Леон. Этот долгий день никак не заканчивался. Я очень устал, но мне нужно было поехать и проверить еще раз это место. Может, где-то там остались еще котята. Время было 1:00 ночи, я приехал на место. Я включил на телефоне мяуканье котят, но, к сожалению, я никого не услышал. Ни в машине, ни рядом с ней. Все было тихо. Никто не выбежал ко мне и не издал ни единого звука. Было грустно осознавать, что котята могли разъехаться в других машинах, и я больше никогда их не найду. В общем, в этот день чудо не произошло. Я вернулся домой один. Малыш Леон всю ночь проспал очень спокойно. Утром сделал важные дела, покушал, и мы поехали на проверку к доктору. Я везу Леона к доктору. Я хочу показать его лапу. Вчера мы его отмыли, почистили ему уши, покормили его. Он ел хорошо, но он держит лапу, и у него какая-то шишка сверху. Я очень надеюсь, что она у него не сломана. И что все хорошо, надо показать. Надо сделать снимок и посмотреть. В общем, едем к доктору. Сейчас посмотрим, сделаем снимочек, решим, что... Я переживаю. Так, ну что, давайте посмотрим. Мордахин, иди.
Иди, красавец. Да? Уши чистили вчера. Вот такая, ну, есть ушной клещ, начали капать лекарства. Вчера Вика уже закапала. Отмыли так более-менее, знаешь, осторожно. Повыбирали всех. Да. По всей видимости, это ушной клещ. У Вот вас прям есть целый. капли, содержащие Да, вермектин? да, ты нам давал, мы начали вчера уже. Меня единственное вот смущает вот тут. Это вполне возможно, что был укус. Поэтому, Если так, то хорошо бы. да, но если укус был очень достаточно сильным, то это могло и повредить плечевой сустав, потому что именно проходит по плечевому суставу. Лапку все прощупал, снизу до верха ничего нет. Но как только начинаешь... Ну да, самое- это вот отодекоз, ушной клещ. Видно по цвету. По 3 прям глаза. капельки дважды в день, те, что у вас есть в наличии дома, они подходят. И посмотрим, ну, можно будет их вывести там в течение 2 недель, потому что небольшое количество, ну и скорее всего. Так, с ушками все понятно. Сейчас проведем общий осмотр и сделаем снимок плечевого сустава. Потому что это может быть раз абсцесс. Если это абсцесс, то, как правило, он сопровождается гипертермией, повышением температуры, потеря веса. Температуры не было. Как вообще аппетит Кушает присутствует? хорошо. Пока Ест, еще пьет? не ходил в туалет, это только вчера, когда я вчера после, ну, вечером я его принес домой. Ну, покушал вчера 2 раза поел. Сегодня утром тоже кормил, я с аппетитом пописал, но Температура, то, о чем я говорю, 40.3. То есть это говорит о том, что, Либо скорее абсцесс, всего, либо это инфекционный воспалительный процесс. Вполне возможно, что это абсцесс. Но на снимочке мы все увидим. С одной стороны, если это абсцесс, то это... Ах, не кусайся. Это гораздо, ну как бы, в нашем нашем случае случае лучше, я это понимаю. намного лучше, да, чем это будет перелом плечевого сустава и так далее. На Вот, снимке абсцесс не видишь? оно может срасти. Абсцесс мы видим на снимке тоже. Вот. Тихо, все. Но упор на эту лапу не делает. Он иногда. Вот иногда, я вижу, он ее. Иногда. Ну да, она у него подвешена. Так, Ну, хорошо. мы поняли, понятно. Да, и плюс температура это абсцесс. Температуры не было вчера. Воспалительный. Ну, вовремя. Вовремя. Легкие, чистые, тонус-сердечный, все в Кушать с порядке. аппетитом хорошо. Очень хорошо. Ну вот за исключением того, что температура и, кстати, как ходит регулярно? В туалет? Да. Пописал только 1 раз. Ну, как бы вчера пописал, а сегодня. Какал, не какал еще. А, так он у вас недавно ж совсем, да? Со вчера. Со вчера. Все, малыш, все, маленький, все. Всё, хорошо. Сейчас тебе сделаем снимочек и посмотрим. Так, Так вроде прошелся, ничего я не почувствовал такого. Вот это смущает, что здесь как прокол какой-то. да, я думаю, что это был укус, и, соответственно, была занесена инфекция, и все, и пошел Чтобы был бы целый. воспалительный процесс. Но все. Нам нужно будет сделать снимочек дорсвентральный, то есть на животике, и латеральный, то есть он должен лежать вот так, так? да, чтобы мы Чтобы посмотрели спина и сам ляжет сустав. И вот на левый бок. Хорошо. Вот так. Хорошо. Сейчас Я понял. крутим. Сейчас я дам тебе защитный Да. средство. Для того, чтобы сделать снимок, нужно зафиксировать котенка в неподвижном состоянии. Это можно сделать 2 способами. Первый способ это под наркозом, второй способ это держать котенка в момент рентгена. Давать наркоз такому маленькому котенку это очень опасно. Значит, я буду его держать. Надели на меня защиту, это такой свинцовый фартук, на тело и на воротник на шею. Все это не очень полезная процедура для живых существ. Не для меня, не для малыша Леона. Но других вариантов у нас с ним нет. Нужно обязательно посмотреть, что у него с лапкой. У тебя получилось? Вроде да. Все отлично. Старая рана на плече – это скорее всего следы укуса. Доктор с самого начала все правильно сказал. Кто-то его очень сильно укусил. Глубокий прокол в районе плечевого сустава. В рану попала инфекция и началось заражение. Да, я хочу просто проколоть, посмотреть, если это осторожно.
Правое плечо малыша не на месте. Оно как бы вырвано из суставной сумки. Сложно сказать, из-за чего это произошло. Может, его схватили зубами, помотали и откинули в сторону. Я не знаю. Это только мое предположение. В такой ситуации главный фактор – это время. Сколько времени он так ходил и насколько сильное воспаление в плечевом суставе. Дали котенку обезболивающее. Сейчас нужно было вскрыть опухоль и постараться максимально хорошо вычистить все, что там накопилось. Доктор аккуратно сделал прокол с одной стороны, потом с другой и выкачал шприцом какую-то густую жижу. Даже не могу вам сказать, на что это было похоже, но выглядело это очень плохо. Доктор сказал: Олег, нужно проколоть еще. И говорит: давай, держи. Тихо, все. Ну вот, пожалуйста. Да, я видел. Прызнуло прям, ты попал. Да. Все. Тихо. Олег, давай еще секундочку. Может быть, полотенце его, чтобы тебя не кусал? Чтобы... Ну давай. Давай. Так накроется. Заверни, оставь себе. Я возьму его за... Я его возьму за... Я его возьму за шиворот, Да. за шкирку. Вот так Да, возьму, да. как я в прошлый раз. И просто опущу его в морду, пусть кусает полотенце. Ой, бедный ребенок. Мне очень сложно, когда нужно держать больного звереныша, но иногда по-другому не получается. Замотали котенка в полотенце, доктор сделал еще 2 прокола в разных местах. Вышло столько гадости, что я даже не могу вам передать. Непонятно, где это все вообще помещалось в таком маленьком котенке, и как он, бедный, со всем этим жил, бедный ребенок. Вычистили все, что было возможно, и доктор постарался вернуть лапу в правильное положение. Все. Курс антибиотиков как минимум дней на 10-14, потому что у него в запущенной форме, и очень важно будет ему давать регулярно, ему в сиропе. Все, маленький, все, мой хороший. Работаю антисептиками. Так, ну что? Ну, такой красавчик. Чего ты кричишь? Сейчас нужно давать лекарства, и через 10 дней будем решать, что делать дальше. Наверное, нужно будет делать операцию, чтобы вернуть лапу на место. Делать операцию такому малышу – это совсем непростая задача. Да и не факт, что вообще возможно вернуть ее на место после такого воспаления. Но во всяком случае, пока не снизится температура и не пройдет воспаление, мы не можем ничего решать. Давайте будем реально смотреть на происходящее. Шансов очень мало, что котенок в будущем будет полностью наступать на лапку. Шансов мало, но они все-таки есть. Значит, мы еще поборемся. Все будет хорошо. Я тут суставе. Терпи, малыш, все, сейчас уже тебя покормят. Все, умничка, молодец. Единственное, Олег, следить за температурой. Очень важно следить за температурой, потому что у нас выше 40. Просто периодически мерить температуру. Вот, поскольку сейчас он получил обезболивающее дипирон плюс, значит, антибиотик широкого спектра Синолюкс, в течение нескольких дней, 2-3 дней температура, в принципе, после дипирона температура снижается в течение короткого времени, но оно может повториться через какое-то определенное время часов, там 20-24 часов. Вот. Но учитывая то, что мы обработали это место абсцесса, я его проколол, плюс он будет принимать антибиотик, вполне возможно, что на 2-3 день должно быть уже улучшение значительно. Но мы будем на связи, уже будем думать вместе. Сейчас я вам приготовлю антибиотик. Да, я могу приготовить? Да, все. Все, доказалось. Доктор выписывал лекарства, а я стоял и думал о том, что мне опять в очередной раз очень сильно повезло. Температура поднялась сегодня утром. Я забрал котенка с улицы за день до обострения. Мне очень повезло. Я отвез котенка Лиана домой, дал ему покушать. Взял с собой переноску, еще банку еды и поехал на работу. Я решил, что буду проезжать через детский парк перед работой и после. Буду проверять, может быть, мне удастся найти еще котенка. Хотя уже прошло несколько дней с того момента, как бабушка видела их под машиной. Я приехал на площадку. Черная машина стояла на том же месте. Когда я подошел к ней ближе, я увидел, что на пыльном капоте была надпись «Кошки в машине». Вчера ночью, когда я искал котят, этой надписи точно не было. Я заглянул под машину и увидел, как около колеса, там, где я оставлял еду, сидят 2 маленьких рыжих котенка. Я одел перчатки, подошел со стороны колеса, так, чтобы они меня не видели, и попытался схватить хотя бы одного. Ничего не получилось.
я увидел, как два рыжих хвоста через колесо залезли в мотор машины. Малыши быстро бегают. Это хорошо, значит, они целые и невредимые. Теперь я знаю, что есть еще два котенка, и я знаю, где они прячутся. Я достал переноску, положил вовнутрь немного еды и телефон, на котором включил мяуканье котят. Все это закрыл полотенцем и подставил переноску как можно ближе к колесу. Теперь мне нужно было ждать. Я сидел в машине и ждал, в надежде, что они выйдут на запах еды и на плач маленьких котят. Иногда это срабатывает с маленькими котятами, но иногда нет. Прошло минут 15, ничего не происходило. Если котята не вылезут, мне придется искать хозяина машины, просить, чтобы он открыл капот и каким-то образом пытаться вытащить их через верх. Через какое-то время к машине подошел человек. Я вышел и спросил его, если это его машина. Он сказал: да, моя, а что случилось? С левой стороны внизу должно быть, это вот здесь, наверное. Да-да. Ага. Я рассказал ему про котят и попросил открыть капот машины. Он сказал: да, конечно, нет проблем. Ух ты, ё-моё. Все закрыто. Вот они. Вот. Угу. Бегают. Помнишь? Опа, побежал. Что, они сами туда забрали? Снизу залезли, да. Малыши совсем. Ой-ой-ой. Никак не влезешь даже. Нет, куда он сейчас делся? Ладно. Как их можно обмануть, чтобы они выманить их отсюда? Ну вот коробку поставил и включил там телефон с плачем котят. Иногда выходят, иногда они выходят. А так, потому что если поехать, все. Когда вы собираетесь ехать в следующий раз? Пока не собираюсь. Ну, это очень хорошо. О, вот, тихо, пусть. Даже не взять его никак. Вот этого именно. Ты посмотри, зараза какая, а. Все рыжие. Рыжо-белые, хорошие. Еще внизу в машине такой поддон, что закрыто все абсолютно. Проблема была в том, что эта машина гибрид. Но если по-простому, это машина с двумя двигателями. Один обычный бензиновый, а другой электро. Батарея обычно находится под машиной. Днище машины полностью закрыто. А в моторе так все тесно, что достать котят будет большая проблема. Да какой там достать? Их увидеть даже сложно. Безопасное место. Ну, это где он теперь? О, вот он. О, хорошо. Опа. Я молодец. Есть. Этот есть. Очень хорошо. Да. Тихо, зацепился. Ну, конечно. Давай, вперед. Ну да, они дикие, естественно. Ну, конечно. Будут кусаться сейчас. Опа. Есть. Сейчас. Тихо. Даже не думай. Тихо. Не. Все, сиди здесь. Сиди. Опа. Еще один. Хорошо, что вы вышли. Как вы знаете, что еще один? Я видел. Ну сейчас же вы его не слышите. Может, он убежал куда-то. Нет, я видел сейчас двоих внутри мотора. Да. А вы кто вообще по... Никто. Ловец? Нет. Просто человек. Мне просто жалко их. А куда теперь вы их отвезете? Заберу домой. Отвезу домой, отмою, очищу, потом через интернет найду им дом. Я так обычно делаю. Мне повезло. Один из котят вылез в верхнюю часть мотора. Я перегородил ему рукой возможность залезть обратно. В машине оставался еще один котенок, но с перепуга он забился куда-то так далеко, что я его уже не видел и не слышал.
Хозяин машины сказал, что в ближайшее время никуда не собирается уезжать, и он сегодня дома. Я взял у него номер телефона, и мы договорились, что я позвоню ему позже, и мы попробуем еще раз вытащить котенка из машины. Голубоглазое чудо. Все? Будешь ругаться? Или же не будешь ругаться? Всё, чего ты? Ну ладно тебе, чего ты? Будешь шипеть? Отсюда, не бегай, не бегай, не бегай, не бегай. Вот. Смотри. Да не бойся ты. Все. Успокойся. Смотри, смотри, есть. Ух ты, вкусненько. Ну не бойся, чего ты? Чудо. Боится. Я отвез малыша домой. Малыш был грязный, блохастый, но целенький. Самое главное, что он целенький. Все остальное это мелочи. Я дал котенку еды, но он не хотел кушать. Я оставил малыша дома и поехал обратно. Нужно было постараться сегодня забрать третьего малыша с улицы, чтобы не оставлять его ночью одного. Я взял с собой еще банку еды, переноску и вернулся к черной машине еще раз. Позвонил хозяину машины, попросил его выйти и открыть машину. Если он не вылез? Когда мы стали подходить к машине, я увидел котенка рядом с колесом. Подожди, пока не открой пока. Пока не открой. Опа. Молодец, ты молодец, ты молодец. Ты молодец. Ты очень грозный кот, да. Очень грозный кот. Спасибо. Я верил в талант. Какой талант? Я вижу талантливых. Случайность просто. Вот именно талант, случайный. Муза, как муза, так и талант. Все, спасибо большое. Счастливо. Мне удалось его поймать. Схватил, как говорится, за то, что ближе попалось. А попался хвост. Все, теперь можно не переживать, все семейство в сборе. Так, это третий. Вот он. Дикареныш. Ну, уже не дикареныш. Не бойся. Не бойся, не бойся. На, держи. Давай, смотри. Смотри, смотри. Ну, куда ты сразу убегаешь? Стой. Вот это чудо. Это девочка. Все. Поеду. Дал немного еды, но котенок не стал кушать. Наверное, они все-таки поели ту еду, которую я им оставлял под машиной. Вечером Вика придет домой, и мы будем вместе их купать и придумывать им имена. Сейчас все семейство было в безопасности, а это самое главное. Я посадил котенка в манеж и поехал на работу. Вот такое вот. Вот у нас вот такое вот. Блохастое чудо. Подожди, чудо блохастое, подожди. Вот такие вот глазики у нас голубые. Голубые глазики. Ну, что же такое? Высокая, наверное. Да, моя хорошая, да. Это девочка. Видишь, какая грязная водичка с тебя течет. У нас весь набор. У нас блохи, у нас толстая пузо. И у нас клещи в ушах. Набор новобранца. Ну зачем ты так, Вика? Ну что, как правило, они все такие, да?
Зато у нас глаза голубые, да. Этого назовем Симба. Симба? Да, он рыжий. Значит, Леон, Симба и Синди. Чудо-юдо. Балахастая. Вот оно, чудо-юдо. Ну, прям на льва похож. Правда, на льва похож? Прям такой лев. Нос большой. Смотри, маленькая челюсть. Прям лев. Ты уж точно похож, знаешь, на кого? На наглого кота через месяц. Нет, он больше похож на льва. Ага. Наглого льва, кота. Ты такой посмотрел. Типа, вы кто такие? Я вас не знаю. Ну, Ты нас знаешь. Все, пошли. Кушай. Да, самый голодный у нас ты. Самый голодный. Его надо, наверное, показать. Он, наверное, не ел. Да, вот он как раз таки. Вкусненько? Правда вкусненько? Правильно. Вот он не ел, наверное. Он не ел, да. Держи. Давай. Вот там. Если ты сейчас спросишь меня, кто из них кто, ну, это Леня, правильно? Из-за этого самого. Белые лапы — это девчонка, Да. а этот Симба. Симба больше всех самый трусливый. Сиди, Симба, Леон. Мы искупали малышей, выбрали всех паразитов. У всех троих ушной клещ, у всех были блохи и паразиты в животе. В общем, у всех один набор. Всех нужно лечить. Малышей назвали Симба, Синди и Леон, малыш с больной лапкой. Всех поместили в один большой манеж для котят. Все семейство вместе, в безопасности, на мягких подушках. Теперь все будет хорошо. Я очень переживал за Леона. Он не наступал на лапку. Иногда заигрывался и пытался опереться, но тут же поджимал лапку обратно. Было видно, что ему очень больно. Все. Не подгинай лапу только, пожалуйста. Леон, покажи, как ты ходишь. Давай. Давай. Потихоньку начинает опираться на лапу. Давай. О, ты молодец. Это у него лапа была проблемная. Вот здесь у него воспаление. Правая лапка. Ну, Леон, давай пройдись. Мы уже можем опираться. Да? Ведь мой ребенок. Все будет хорошо. Мы продолжали давать ему антибиотики, и через 10 дней будем решать, что делать дальше. Сейчас, кроме лекарств, нужно было потихоньку разрабатывать ему лапу. Для лучшего восстановления нужно было как-то заставлять его ходить. Все что угодно, только чтобы он сделал хотя бы несколько шагов, опираясь на больную лапу. Первые дни мы сидели с ним по несколько часов и играли с бантиком на веревочке или игрушкой-бабочкой. Котенок Леон потихоньку стал наступать на лапу. Ему очень понравилась игрушка-бабочка. Это такой моторчик, который крутит бабочку в разные стороны. Эта игрушка его отвлекала, и он иногда забывал про больную лапку. Наступал на нее и даже пытался больной лапкой поймать бабочку. И ты молодец. Ты мой молодец. Ты мой охотник. Котенок Леон потихоньку стал наступать на лапу, даже когда не игрался. Это было просто чудо. Неужели доктору все-таки удалось поставить лапу на место? С каждым днем мы видели небольшие улучшения. Каждый прошедший день это был новый рекорд для малыша. Давай, дикни. Иди, бабочки. Ух ты, класс. Еще раз. Это хорошая идея. Давай. Иди, бабочка, иди. Иди лови бабочку. Ну. О, давай. Не подбедай. О, молодец. Давай еще раз и положу тебя обратно. Давай. Давай, лови бабочку. И ты мамочку. Ты должен разрабатывать лапу. Давай. Ну, давай, потихоньку. Молодец, молодец. Опа. Давай, еще. Давай. Ты красавчик.
Ты красавчик. Ты мой красавец. Ты мой большой кот. Такой послушный мальчик. Ходит. Прошло 3 недели. Малыш спокойно наступал на лапу и даже мог карабкаться вертикально, залазя на кровать. Он бегал вместе со всеми, абсолютно не отставая. Малыши набирали вес и стали похожи на нормальных котят. Такие 3 маленьких рыжих солнышка носятся по квартире. Это Леон с больной лапой, который вот это. Вот как у нас уже лапа восстановилась. Да, морда, и морда. Лапа здесь остался шрамик вот здесь на лапе, только вот тут место. А так уже ничего не видно, что у нас было с лапой. Да? Леон, ты молодец. Ты молодец. Так, раз. Тебе со мной интересней. Они любят больше меня кусать, чем бороться с игрушкой. Это тот, кто я не думал, что будет ходить даже. О, чудеса случаются. Лапа встала на место. Это вообще удивительно. Даже без операции. Это вся веселая компания. Это Симба. Это Синди. Это Леон. Сегодня я везу малышей к доктору. Прошло 3 недели с того момента, как мы были вместе с Леоном, с малышом у доктора. Я хочу, чтобы доктор посмотрел еще раз лапку. Я почти уверен, я надеюсь, я уверен, что все хорошо. И заодно везу других малышей тоже. Везу Синди и Симбу для того, чтобы сделать общую проверку. Они уже, в принципе, готовы. Надо уже потихонечку начинать искать им новый дом. Все, такие вот малыши чуть-чуть поругались, не хотели в коробке сидеть, но сейчас успокоились и сидят тихо. Скандалисты рыженькие. Все будет хорошо, все, сейчас проверим их. И если с ними все нормально, начнем потихонечку искать им дом. На Леона у нас уже есть люди, которые его хотят. Я сказал, пока не отдам, пока не сделаю все проверки и не увижу, что он 100% готов. Они уже там кипятят, они уже все уже, Олег, ну когда? Я говорю, сидите, терпите, все будет хорошо. 2 других будем искать. Сейчас сделаем проверки и будем искать им дом. Ну, в общем, все будет хорошо. Помнишь, мы делали котенку, у которого плечо вылетело, помнишь? Сейчас посмотришь. Я не знаю, как это произошло, но все хорошо. Ну, мы же на снимке видели, что сустав не на месте. Как он должен собраться? Ну, я же его немножко вправил, и мы опорожнили этот абсцесс. Ну, как бы вычистили. Так, ребята, не бояться. Не бояться. Вы все смелые. Ну, вот начнем, наверное, с него. Красавцы какие все, рыжики. Кушай хорошо, бесится, как сумасшедшие. Чудо. Правда? Ага. Он вообще не выступал. Это просто фантастика. У него был абсцесс гнойный в плечевом суставе, и плюс было очень сильное воспаление, то есть там и гранулема образовалась как следствие, все. Сейчас абсолютно. Лазит, подтягивается. Если бы мы не знали, никогда бы, если не знали, да, никогда не определили, что действительно была такая проблема. Отлично. Но они подросли, конечно, здорово. Ну, смотри, 3 недели пошло. Ну, они уже где-то кило 200, кило 300. Ну-ка. А был он 500 грамм. Ну вот, подожди, морда. Начинай. Посмотрю. Кило 100. В 2 раза больше. Да, отлично. Все, кило 100. Чего ты? Даже доктор сказал, что это чудо. Чудеса случаются. Самое главное не опускать руки. Умничка. Ну, морда, все, то у нас абсолютно полноценный, здоровый котенок. Осталось тебя только пристроить. Это девочка. Это Синди, ты ее не видел. Привет, мелкотня. Ну, девочка сразу, видно. Симба, стой. Это мальчик Симба. Самый трусливый из всех. Ну, плечевой сустав, Роберт, это все. Да.
Я думал, знаешь, ну будет наступать, будет хромать, ну чтобы вот он... Это все, это просто Чудо. чудо, да. Все, беги Да. с ним назад. Котята были абсолютно здоровы, и нужно было начинать искать им дом. Мы, как обычно, сделали несколько хороших фоток для каждого малыша, составили объявления и опубликовали по разным группам в интернете. Малыши просто светились, невозможно было смотреть на них, чтобы не улыбаться. Такие 3 маленьких рыжих солнышка бегали по дому и баловались. Потом заваливались иногда вместе, иногда кто где. Отдохнут немного и заново начинают беситься. Детки все одинаковые, что у людей, что у зверюшек. Я даже пытался сфоткаться со всеми 3 одновременно. Взять всех 3 на руки и сделать такое семейное фото. Но не, какой там. Котята ни секунды не сидели на месте. Но это же рыжики, им все время нужно куда-то бежать. Было очень весело за ними наблюдать. Все малыши разъехались по новым домам. Все попали в очень хорошие семьи, и поэтому теперь за них можно не переживать. Я в своих видео в конце всегда говорю, вот так закончилась эта история. Мне написал один человек и поправил меня. Он сказал: Олег, эта история только начинается. И на самом деле это только начало. У малышей вся жизнь впереди. Они будут жить и радовать свою семью, любить своего человека. Хочу сказать огромное спасибо семьям, которые приютили малышей. Теперь за малышей можно абсолютно не переживать. Теперь все будет хорошо. Помогайте по возможности бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. Удачи всем, берегите себя. Всем пока. Сегодня мы везем малыша Леона в новый дом. Это тот, который с лапкой был больной. Уже не больной. Вот он, и он в классе. Идем. Без напутствия никак. Хватит, слушай меня внимательно. Диваны не рвать. Писать только в коробочку. Слушаться маму и папу. Все, понял? Понял. Вот такой красавец. Все, идем в новый дом. И красоту мой. Сегодня мы везем Симбу в новый дом. Симба, которая оказалась девочка. Хотя я думал, что это мальчик. Вот. И по традиции напутствие. Значит так, диваны не рвать. Писать только в коробочку. Слушаться маму и папу. Ты все поняла? Ведь чего ты не поняла? Потому что ты рыжая. Нравится. Вот такая. Так, иди домой. Сегодня мы везем Синди в новый дом. И по традиции напутствия. Без напутствия же никак. Значит, слушай меня внимательно, Синди. Значит так, диваны не рвать. Писать только в коробочку. Слушаться маму и папу. Ну что такое? Все, не нравится. Ну ладно, идем.